Мої вітання. Я Світлана, і ви потрапили у мій садок під Києвом. Сегодня расскажу вам про чудную розу. Мириам. У нее есть еще второе название Amazing Grace. Знаю, спросите, что это за роза? Это бриоза. Я про нее вам уже рассказывала. Роза селекционирована в Шотландии Энджей Кокер в 1990 году. Цвет бутона жемчужно-розовый с белым. Видите, какой нежный-нежный. Бутоны шаровидные, распускаются в огромный густомахровый цветок. Листва ярко-зеленая у куста, и куст очень хорошо облиственен. Имеет правильную форму куст, как перевернутая пирамида. Высоту до метр 1,20 м. Листва, видите, какая красивая, зеленая, мощная, яркая. И в ширину 70-80 сантиметров. Но в этом году у меня второгодка уже роза наросла выше, даже 1,20 м. Смотрите, как плотно набит бутон. Крепкий стебель надежно держит множество цветов. Цветет беспрерывно. Смотрится очень празднично и дорого роза. Роза Мириам подходит для срезки. Будет красиво в букетах смотреться. На мой взгляд, это роза для парадного места в саду. В компаньоны я и выбрала розу Wildberry. Она у меня растет на углу, на угловой клумбе. С двух сторон Мириам и по центру Wildberry. На мой взгляд, сочетание неплохое. Вот характеристики этой розы вы можете посмотреть, остановить паузу, нажать. Вроде бы подружились у меня с Wildberry две розы Мириам. Растет она в полутени от дома. Вообще, эта роза больше для южных регионов. У нас немножко сыро и прохладно ей, поэтому... про недостатки я расскажу чуть позже. Цветок очень большой. Видите, сколько лепестков? Прямо туго-туго закрученный и распускается очень медленно. До 14 сантиметров цветок. Одной из отличительных черт этой розы невероятный аромат. Мимо точно не пройдете, не остановившись. На мой взгляд, имеет аромат дорогого парфюма. Устойчива к болезням и вредителям. Цветет без перерывов весь сезон. Один цветок заменяет другой. На одном цветоносе написано в характеристиках может иметь 1-3 цветка. У меня в этом году было даже 5. Выдержал, не поломалась ветка. К недостаткам, как я сказала, относится то, что она сырой климат плохо переносит. Ей на солнышке лучше, но тоже и не на ярком, а в полутени. Еще есть у нее такой недостаток. Вообще-то он, наверное, даже главный. Эта роза вообще не переносит дождь. От слова вообще. Огромные бутоны на следующий день совершенно становятся непрезентабельными. Но я где-то увидела, прочитала, что можно накрывать стаканчиками. Вот так попробовала эксперимент, провела на раскрывшиеся, не раскрывшиеся бутоны, одела стаканчики. И вы знаете, помогло. Роза вообще долго раскрывается, как я сказала, и держит бутон. И это спасает
Допустим, если на второй или на третий день дождь прошел, представьте, неделю, цветения мы потеряли. А так я стаканчики сняла. Ну, конечно, это способ такой очень трудоемкий, я хочу сказать. У меня уже 2 куста, которые разрослись, и бегать эти стаканчики одевать, снимать. Мне просто было интересно, как перенесет роза вот это одевание в стаканчики. Отлично переносит, выглядит красиво потом и украшает сад. Аромат разносится на весь участок. На мой взгляд, роза достойная, если вы создадите ей условия, ей соответствующие, немножко тень, будете как-то уберегать ее от дождя, или смиритесь с тем, что очередные цветы просто придется удалить. Они большие, становятся мокрые, тяжелые, и вообще некрасиво это смотрится, лучше обрывать их. Сами розы, лепестки у нее не осыпаются. Вот так она и будет полузасохший цветок стоять, лучше удалить. Вообще мне эта роза нравится. Почему я 2 куста заказала? Ну что, понравилась такая роза, вам нет? На передний план где-то ее посадить и ходить любоваться. До встречи в следующем видео. Будет что-то интересное.